Оленей разбор. Азиатки, алкоголь и мы. Ты, твоя азиатка, алкоголь. Ну, и наши женщины, конечно. Алкоголь зло, но не все так просто. Алка-Азия не только. Попалась занятная история. Жена следит за мужем, чтобы тот не бухал. Тем временем муж регулярно выпивает, но скрывает свое возлияние от жены. Выглядит происходящее крайне унизительно. Нормальный мужик откровенно оленит и даже сам не подозревает насколько. В этом плане интересно сравнить, как обстоят дела с подобным в Азии. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Типичная РУ история. Итак, история. Уехала жена к маме на неделю. Когда вернулась, сразу же в мой бар и начинает бутылки перебирать. У меня там целая коллекция. Скотч, бренди, текила, другие хорошие крепкие напитки. Бутылки, как правило, открытые и разного уровня жидкости. Потом на меня смотрит и так огорченно говорит: «Ты что, без меня и не бухал, что ли?» Оказывается, она на каждой бутылке с обратной стороны уровня жидкости маленькую точку маркера поставила. Скандал как-то не задался. А я подумал, что хорошо, что все пустые бутылки из-под коньяка, который купил в ее день отъезда, успел в мусор выкинуть. Кто же коллекционным алкоголем бухает, дорогая? Алкоголь – проблема. Но начнем с моего опыта. На своей предыдущей работе я был еще за HR, а еще юрист, ТАМИР, РОП, СБ, ПМ, куча других страшных слов. А поскольку у нас было производство, небольшой машиностроительный завод, то именно я разбирался с бухающими работягами. Подход был простой и жесткий. Если работник так себе и забухал, пинок под зад. Если спец стоящий, приходилось возиться. Тут замечу ответ на «надо было алкашей не брать». Вы просто не знаете глубину кадровой пропасти. Причем проблемы с кадрами, особенно в сфере производства чего угодно, с каждым годом все хуже. Поскольку производство никому не нужно, рабочих мало, работать в реальном секторе экономики банально некому. Мы не могли набрать нормальных рабочих даже в наше скромное предприятие численностью в 50 человек. В городе полумиллионники мы не могли найти десяток нормальных слесарей, сварщиков, токарей, фрезеровщиков. Это при том, что у нас зарплата была заметно выше среднего, требуется рабочие достаточно высокой квалификации. До осени 2014 года зарплата сварщика была в районе 2 килобаксов. И это реальные деньги к выдаче, а не с вероятностью 3% в прыжке в лунную ночь, когда Сатурн в доме Меркурия. Я даже сам занимался оформлением документов для работников Средней Азии. То есть в хорошие времена мы импортировали токарей и сварщиков с того же Узбекистана. И вот поэтому я возился с алкашами. Я возил их в одну частную клинику, где их выводили из запоя. Согласно на то, делали кодирование. Страшно и смешно, в той клинике у меня была скидочная карта. В наркодиспансере бывал чаще в клубе. Тогда я нагляделся на людей, которые из алкоголя превращаются в животных. Вы меня лечите, а я буду пить. Потому надо понимать, в плане алкоголя в стране проблемы очень большие, и мне хорошо известно, нагляделся. С гордостью замечу, я нескольких человек спас. Кто-то выбрал пить, но я сделал для них все возможное. Однако все мы живые люди со своими недостатками. И будем честны сами с собой, подконтрольно выпить очень даже приятно. Алкоголь не решает проблемы, но иногда помогает их перенести. Унижение мужчинка. А мы возвращаемся к нашей истории про мужика и его жену в отпуске. Прежде всего, он точно не алкаш. Но просто в доме, где есть алкоголик, не бывает початых бутылок. Все мгновенно выпивается. Для алкоголика сам факт существования открытой бутылки как серпом по одному месту. Раз есть бутылки, на которых женщина поставила контрольные метки, мужчина в состоянии как-то организовать свои отношения с алкоголем. Мужчина хорошо зарабатывает. Эти замечания про коллекционный алкоголь. Ну и простые люди пьют чего-то попроще, а не марочный коньяк. Он не алкаш уже просто потому, что жена уехала, и он выпил, что хотел. Она приехала, не видела проблем. С алкоголиками все по-другому. Они уходят в запой на неделе и превращаются в говорящие растения. Мы точно не знаем, но скорее всего именно мужчина обеспечивает семью. Ну, он точно зарабатывает норм. А жена на неделю уехала к маме. Она не работает? Вряд ли отпуск. Ведь в отпуск обычно ездят всей семьей. Она считает нормой выедать мужику мозг на тему выпивки. Он прячется, она ставит метки и следит. Замечу на тему слежки. Это отличный показатель. И мы должны понимать, что она во всем такая. Нельзя быть мелочно подозрительной в чем-то одном. Она следит, подозревает и выносит мозг по всякой фигне. Вот это, скандал как-то не задался. То есть данные ячейки общества устроить скандал из ничего – обычное дело. Она наверняка уверена, что это благодаря ей мужчина остается мужчиной. А на самом деле он просто олень, который терпит пиявку, которая высасывает из него силы.
И как это унизительно, когда ты вынужден вот так хитрить и прятаться, сознавая, что не делаешь ничего такого. Ну просто иначе твоя баба будет орать. В целом все понятно, она ничего из себя не представляет, а выносит мозг просто потому, чтобы самоутвердиться, показать власть и иметь возможность утверждать, что мужчина не спился и не стал бомжом только благодаря ей. Тем временем в Азии азиатки. Так, а при чем тут азиатки? В Азии ситуация с алкоголизмом является ее реальной проблемой. У азиатов в принципе слабое сопротивление алкоголю. Легко напиваются, зависимость развивается очень быстро. Однако в Азии в целом отношение к алкоголю и прочим человеческим недостаткам, ну, все мы такие, чего теперь? Достаточно сказать, что в Южной Корее в топе передачи, в которых рассказывается про борьбу с похмельем. На работе состояние похмелья считается смягчающим обстоятельством. Тебе хреново после вчерашней пьянки? Отдохни, доделаешь в другой день. В магазинах продаются десятки средств для приведения тушки в чувство. PC, рамен топ. Есть еще специфические энергетики, но они продаются только в Азии. Норма в жизни среднестатистического корейца. Вечером пятницы упиться в хламину, а потом утром субботы медленно-печально приходить в себя и ползти в офис к таким же бедолагам. И вот что интересно. Женщины в Азии совершенно спокойно реагируют, если мужчина выпил. При условии, если тот обеспечивает семью, если ведет себя корректно и адекватно, если после выпивки не пошел в местный квартал красных фонарей. Ну выпил и чё? Они даже не поймут проблематику, почему отечественный натурпродукт устраивает сцены. Вполне обычное дело взять упаковку пива и вечером выпить вместе с женой под какой-нибудь сериальчик. Проблемы, конечно, будут, если мужчина пропивает последнее и бьет жену. Но мы же понимаем, в нашей истории речь про совсем другое. В качестве пруфов рекомендую обратить внимание на сей момент в азиатских фильмах и сериалах. Тема выпивки воспринимается как недостаток, но часть нашего мира. Мы такие, какие есть. Два слова про отношение к выпившему человеку. Понимание и ирония. В жизни оно именно так. У нас и так сложностей много. Не надо делать проблему еще из наших слабостей. И кстати, у азиаток в целом намного более позитивное мировоззрение, которое делает жизнь приятнее. Азиатки точно не предлагают воспринимать жизнь через боль и страдания. Тем более не предлагают добавить этих страданий. Итак, обратимся с вопросом к знатокам. Кого ты выберешь в текущем ракурсе? Отечественный натурпродукт или азиатку? Твой выбор – счастье или анилинизм? Про вино. Вино запрещено, но есть 4 «но». Смотря кто, с кем, когда и в меру пьет вино. При соблюдении всех 4 условий всем здравомыслящим вино разрешено. Увы, немного дней нам здесь побыть дано. Прожить их без любви и без вина грешно. Но не стоит размышлять, мир этот стар или молод. Коль суждено уйти, не все ли равно? Омар Хайям.